Здравствуйте, ребята! Всех приветствую на моем канале. Хорошего всем дня. Сегодня у меня такая одна из первых, наверное, технических тем на моем канале. Тем будет много разных. Пока еще я не определился с конкретным направлением, но в дальнейшем посмотрим. Итак, сегодня у нас тема по доработке привода трехходового клапана на котел Эрман Tessi 24 SE. Значит, котел по некоторым данным относится к категории премиум. Он уже, кстати, снят давно с производства, но я думаю, что у многих котлы такого типа все еще работают. Так вот, я хочу предложить некоторую доработку привода трехходового клапана. Вот трехходовой клапан вы видите на экране. Значит, он уже как бы неоднократно ремонтировался, то есть котлу на текущий момент около 15 лет. Вот. Ремонтировался, если конкретно, он 2 раза, вот это будет, наверное, 3-й раз. То есть в чем заключался ремонт? Он заключался в замене расходников. Вот, соответственно, здесь как бы все в порядке, за тем исключением, что вместо манометра на текущий момент вставлена заглушка, поскольку он еще просто не доехал, а сейчас зимний период времени, идет январь месяц, как бы не очень тепло на улице, соответственно, хочется жить в комфорте, а этой конкретной запчасти пока еще нет. Это временный такой эрзац-заменитель. Итак, собственно говоря, был приобретен взамен вот этого испорченного привода трехходового клапана новый привод. Вот, собственно говоря, в этом котле трехходовой клапан установлен горизонтально. То есть вот так. И, соответственно, когда выходит из строя уплотнительная резина, круглая кольцевая такая резиночка вот в этом месте, в том, где выходит шток. Соответственно, через шток вода поступает внутрь привода, попадает, заполняет нижнюю его часть, и вот в этой части привода находится электрический двигатель. Соответственно, вода, попадая в него, закорачивает катушку, и привод, стоимость на текущий момент довольно-таки немаленькая. В общем-то, приходится выбрасывать на свалку. Соответственно, у меня родилась идея, каким образом профилактировать, даже не то чтобы профилактировать, а избежать вообще в дальнейшем выхода из строя вот этой вот детали. Соответственно, у нее очень заложен нормальный ресурс, она может работать очень долго. И чтобы это обеспечить, я предлагаю вам свое, так сказать, видение в решении вот проблемы выхода из строя вот этого привода. Итак, я сначала покажу, что там происходит. То есть я разберу привод. Вот, значит, здесь что, собственно, происходит? Картина выглядит вот таким вот образом. То есть вода, видно по следам, залила катушку в двигателе. И, собственно говоря, привод, который мог бы еще служить и служить, работать и работать, он, в общем-то, вышел из строя. Превратился просто в набор запчастей. Вот. Соответственно, родилась идея, как это дело исправить. Итак, убираем то, что вышло из строя. Вот приобретенный новый привод. Значит, поскольку в современных котлах типа Italtherm
класса премиум трехходовой клапан стоит вертикально, и, соответственно, этот же самый привод находится в самой верхней точке, то, естественно, в него вода не попадет. Проблема решается только в тех котлах, в которых трехходовой располагается, еще раз говорю, горизонтально. Значит, что я придумал? Сейчас я вам продемонстрирую. Итак, открываем. Еще не отстегнулся. Один уголочек, так. Вот. Вот, собственно говоря, новый механизм привода. Значит, в чем, собственно, идея заключается? В нижней части корпуса, там, где скапливается вода, значит, я просверлил отверстие диаметром примерно 10 миллиметров. 8-10. То есть, я думаю, что в этом случае вода однозначно здесь не задержится и задерживаться не будет. Значит, кроме того, есть еще дополнительное отверстие в нижней части, вот выступающей, в которой располагается изнутри корпус двигателя. Вот, соответственно, через это отверстие, ну, по моему мнению, будет легче поступать воздух, чтобы скопившаяся вода быстрее ушла из вот этого объема. Кроме того, есть еще такое дополнительное нововведение, которое я сейчас покажу. Итак, я аккуратно разобрал привод трехходового клапана. Значит, здесь осталась вся механическая часть без изменений. Здесь две стальных пружины с объединением, вот, которые желательно не потерять, если вдруг будете когда-нибудь разбирать, если кому-то это пригодится. Двигатель сам отщелкивается вот этими тремя защелками. Вот одна, вторая и третья. Значит, сам двигатель состоит из корпуса, вот такой металлической вставочки, якоря. Вот такой вот якорь. И, собственно говоря, катушка, которую в случае, если вдруг повреждается уплотнительное кольцо в трехходовом клапане, на которое я указывал раньше, вот, в этом случае вот эта самая катушка заливается водой. Значит, что я сделал? Саму катушку в движке я замазал герметиком. Ну, скажу откровенно, взял первый попавшийся под руку. Это был аквариумный герметик. Вот, соответственно, здесь на самой катушке достаточно глубокие бортики, и слой герметика составляет примерно 2-3 миллиметра. То есть я считаю, что этого вполне достаточно, чтобы предотвратить попадание воды, чтобы его больше не заливало. Вот, соответственно, это первая доработка, и вторая доработка, которую я вам уже показал. То есть, как бы обмотку, катушку можно было и не заливать, но это как бы дополнительная мера. Я подумал, что она будет вполне уместна. Итак, собираем обратно. И в конце ролика я покажу итоговый результат, как уже трехходовой клапан вместе с приводом будет установлен на месте. В дальнейшем, когда корпус будет собран, значит, от этого корпуса будет отводиться вот такая вот пищевая силиконовая трубка. Она диаметром тоже примерно 8 миллиметров.
Вот. Но она вполне легко, вполне нормально натягивается на этот выступ. Вот таким вот образом. Вот, то есть в дальнейшем эту трубку можно будет вывести в любое удобное место. Вот, соответственно, в будущем привод движка, привод трехходового клапана, он заливаться водой, надеюсь, уже никогда не будет. Вот в этом состоит моя доработка. Вот, в дальнейшем я могу еще показать, каким образом я избавился от неприятностей, связанных с работой платы этого же котла Erman Tesi 24 SE. Значит, поскольку плата стоит очень дорого, а периодически из-за непостоянного напряжения в сети выходит из строя управляющая микросхема на этой плате. Значит, название, маркировка этой схемы FSD 210. Но об этом я могу рассказать в другом ролике, который, собственно говоря, планирую отснять в ближайшее время. Если вам будет интересно, пожалуйста, по возможности поставьте лайк и подпишитесь. Мне будет очень приятно, и я буду вам очень признателен за это. Вот. Ну, собственно говоря, собираю, и в конце ролика покажу готовый результат. Вот движок собран. Здесь, в общем-то, две половинки. Одна из них предохраняет катушку от выпадения и загибается на 3 лепестках. Вот один, второй и третий. То есть вот эта металлическая пластина к корпусу. Вот, собственно, и все. Трехходовой клапан собран, привод собран. Соответственно, дальше он будет фиксироваться шпилькой вот в этом месте. Ну, зафиксирую уже при установке на котел. Спасибо большое всем, кто смотрел. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Желаю всем всего самого-самого лучшего. До встречи.